Глава 2326. Горный хребет Чиронг. Конечно, брат Хан. Яэр моя приемная дочь, а Лер моя ученица. Если они захотят уйти, то могут сделать это в любое время. Однако я советую им остаться здесь еще немного, прежде чем вернуться к человеческой расе, ответила Цин Юаньцзы. Ой, почему это? Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это, и он бросил взгляд на Юанья и Яньли, чтобы обнаружить, что кривые улыбки появились на их лицах. Я попрошу Яэр объяснить вам это, чтобы вы могли услышать информацию из ее первых рук. Если Яэр или Эр захотят уйти сейчас, я определенно не стану их останавливать, серьезно сказала Цин Юаньцзы. Брат Хан, мы оба действительно можем вернуться к человеческой расе прямо сейчас. По крайней мере, нам придется остаться с отцом еще на 2-3 столетия. Что касается причины этого, исследуйте наше тело, и вы узнаете, вздохнул Юанья. Странное выражение появилось на лице Ханли, когда он выпустил свое духовное чувство в сторону Юанья, и выражение его лица тут же слегка изменилось. Я вижу, что ваши физические тела довольно нестабильны. Это затяжной последующий эффект от ваших переходов обратно в человеческие тела. Действительно, брат Хан. Отец усовершенствовал несколько видов специальных пилюль, чтобы вернуть нас в наше человеческое тело, но до этого момента мы слишком долго пребывали в своих прежних призрачных формах. В результате для завершения перехода нам требуется постоянное питание от 2 видов духовных лекарств, которые можно найти только в Адской реке. Если мы сейчас уйдем, все наши прежние усилия пойдут прахом, объяснил Яньли. Я понимаю. В таком случае, похоже, с моей стороны было бы неразумно брать вас с собой, кивнул Ханли. Будьте уверены, брат Хань, Яэр и Лиэр внесли значительный вклад во время моей небесной скорби, и я планировал даровать им некоторые мощные способности после моей скорби. Таким образом, они определенно получат огромную выгоду от того, что останутся рядом со мной еще на несколько столетий. Возможно, они даже смогут достичь вашего уровня в будущем, сказала Цин Юаньцзы с улыбкой. Неужели старшая боевая сестра и я действительно можем достичь великой стадии Вознесения, отец? Юанья был в восторге, услышав это, как и Яньли. Ха-ха, я не могу дать такую же гарантию никому другому, но у вас двоих определенно есть шанс. Даже если оставить в стороне наставления, которые вы получите от меня, ваши отношения с товарищем Даасом Ханом — это огромная возможность сама по себе. С его помощью ваши шансы достичь великой стадии Вознесения значительно возрастут, не так ли, товарищ Даосист Хань? С веселой улыбкой сказала Цин Юаньцзы. Значит, я тоже был учтен в твоих расчетах, брат Цин. Конечно, если Юанья и Яньли потребуют моей помощи в достижении великой стадии Вознесения, я обязательно предложу ее, усмехнулся Ханьли. Цин Юаньцзы погладил бороду и радостно захихикал, в то время как Юанья оценивала Ханьли с особым оттенком эмоций в глазах, и Яньли тоже был в восторге, услышав это. Внезапно Цин Юаньцзы пришла в голову одна мысль, и он спросил: «Кстати, во время моей трансцендентной скорби я видел снаружи крошечного пурпурно-золотого человека, который владел несколькими типами грозных выступов меча, и он убил бессмертного небесного владыку с поразительной легкостью. Аура этого существа была мне довольно знакома. Не могли бы вы сказать мне, что это такое?» А значит, вы видели Цзинь Туна в действии. Я уверен, что вы уже догадались, что это такое, брат Цин, двусмысленно ответил Ханьли. Цин Юаньцзы действительно уже имел представление о том, что это была за пурпурно-золотая фигура, но выражение его лица все еще резко изменилось, когда он услышал это, и он воскликнул: «Может быть, это действительно золотой жук-монарх?» В этом нет никакой ошибки, только золотой пожирающий жук-монарх мог так легко убить великую стадию Вознесения. Похоже, легенды о его силе, сравнимой с силой истинных бессмертных, не были преувеличением. Как тебе удалось воспитать такого жука-монарха, товарищ Даос Хань? Мне очень повезло, что я смог вырастить такого жука-монарха, и для меня было бы почти невозможно повторить этот процесс. Я должен поблагодарить вас за ваше прежнее руководство в этом вопросе. Иначе у меня не было бы никаких шансов на успех, сказал Ханьли, сложив кулак в благодарном приветствии. Я лишь вскользь упомянул об этом много лет назад, я не думал, что ты действительно сможешь добиться успеха. С этим жуком-монархом на твоей стороне у тебя не будет достойных врагов во всем этом царстве духов. Не могли бы вы вызвать жука-монарха, чтобы я мог взглянуть на него?» Сказал Цин Юаньцзы с кривой улыбкой, даже не пытаясь скрыть зависть. «Конечно, вы шутите, товарищ Даос Цин. Царство духов — огромное место, где обитают бесчисленные могущественные существа. Я никак не могу провозгласить свое господство, когда рядом со мной только жук-монарх. Я отпустил жука-монарха раньше, чтобы посмотреть, нет ли там каких-нибудь затаившихся врагов. Я покажу его вам, как только он вернется, ответил Ханьли. «Вы слишком скромны, товарищ Даос Хань», усмехнулась в ответ Цин Юаньцзы. «Кстати, ты знаешь о торговой гильдии Хэлянь, товарищ Даосист Цин?» Спросил Ханьли,
казалось бы, беспечно. Сердце Цин Юаньцзы слегка дрогнуло, услышав это. Торговая гильдия Хэлиан — это суперорганизация, которая охватывает несколько континентов. Я слышал о нем, но не слишком много знаю. У вас есть какие-то связи с этой гильдией, товарищ Даосист Хань? Нет, но, возможно, мне придется взаимодействовать с этой гильдией в ближайшем будущем, поэтому я надеялся узнать о них кое-какую информацию от вас, ответил Хань Ли со слабой улыбкой. Нет проблем, я сведу всю имеющуюся у меня информацию об этой гильдии в нефритовый листок для вас, немедленно сказала Цин Юаньцзы. Хань Ли, естественно, очень обрадовался, услышав это. Примите мою благодарность. После этого они обсудили некоторые темы, связанные с трансцендентностью скорби, прежде чем Хань Ли и его спутники устроились на ночлег в пещерной обители. На следующее утро, как раз когда Хань Ли выходил из своей комнаты, он увидел стоящую снаружи красавицу в белом одеянии, похожую на небесную деву. Как только он появился, Юань Я улыбнулся и сказал: «Как насчет того, чтобы я провел день с тобой, брат Хань?» 7 дней спустя в воздухе над бесплодной равниной Адской реки внезапно раздался грохочущий гул. Массивная зеленая проекция меча пронеслась в воздухе, прорезая длинную черную трещину в мрачном сером пространстве. Гигантский черный ковчег, который парил под разломом, немедленно полетел к нему, исчезнув в пространственном разломе после нескольких вспышек. Мгновение спустя черный пространственный разлом медленно закрылся снова. Юань Я и Янь Ли стояли рядом, наблюдая, как черный ковчег удаляется. Пойдем, твой будущий спутник Да уже ушел. Все, что нам нужно сделать, это подождать еще около 2 столетий, пока наши физические тела стабилизируются, и мы сможем воссоединиться с ним в человеческой расе. Хе-хе, конечно, это не слишком долго для вас, чтобы ждать, хихикнул Янь Ли. Что это за будущий партнер Да? Мои отношения с братом Ханом всегда были чистыми. Кроме того, ты один из тех, кто говорит. Я видел, как ты несколько раз бросал хитрые взгляды на брата Хана в последние несколько дней. Похоже, ты хочешь быть его будущим партнером Да вместо этого. Возразила Юань Я, когда на ее лице появился румянец. Я действительно бросил несколько украдкой взглядов на брата Хана, но мне было просто любопытно, как он смог так быстро прогрессировать в своем культивировании, несмотря на свою обычную внешность, сказал Ян Ли в небрежной манере. Кто знает, правда ли это? Хе-хе, тогда как насчет того, чтобы я выдолбил свое собственное сердце, чтобы ты увидел? Но после того, как ты это увидишь, тебе придется взять на себя ответственность за меня. Эти двое весело хихикали, продолжая свой игривый спор. Горный хребет Чижун был известным духовным регионом на континенте Тянь-Юань. Горный хребет простирался на миллионы километров, и среди 10 гор здесь почти половина из них были действующими вулканами. Были даже несколько, которые постоянно выделяли лаву или черный вулканический пепел, делая большую часть горного хребта чрезвычайно горячей и полностью лишенной жизни. Однако в результате этого горный хребет Чижун смог производить большое количество огненных духовных камней и материалов, а также чрезвычайно редкие экстремальные духовные лекарства Ян-атрибута. Таким образом, несмотря на опасную окружающую среду со всеми этими действующими вулканами, он привлекал много посторонних каждый год. В этот день возле небольшого вулкана на окраине горного хребта появилась группа чужеземных существ в самых разнообразных одеяниях. Вулкан только что извергся, и эти чужеродные существа воспользовались этим периодом передышки, чтобы слететься в близлежащие ямы и кратеры в поисках огненных духовных камней и материалов. Всякий раз, когда вулканы извергались, он всегда выпускал какие-то низкосортные материалы, которые рассеивались по близлежащей области вместе с шлейфами вулканического пепла. Большинство этих чужеродных существ находились только на стадии конденсации ЦИ, и лишь немногие на стадии создания фундамента, поэтому они не осмеливались углубляться в горный хребет и могли только искать низкосортные материалы на окраинах. Внезапно четырехухого иноземца поразило ощущение, что окружающее его значительно потускнело, и он тотчас же поднял глаза, отчего лицо его совершенно побледнело, и он испустил тревожный крик. Все остальные находящиеся поблизости чужие существа рефлекторно прекратили то, что они делали, услышав это, и тоже посмотрели вверх. В результате все они были прикованы к месту. Гигантский черный ковчег, который был более 10 тысяч футов в длину, появился совершенно бесшумно над ними, и он парил в небе, как массивный остров. Бесчисленные огромные воины-марионетки патрулировали ковчег, представляя собой внушающее благоговейный трепет зрелище. Все чужие существа внизу были низкосортными культиваторами, и они никогда раньше не видели такого гигантского летающего сокровища. Таким образом, все они были полностью окаменевшими. Глава 2327. Черные пики Чара. Внезапно из гигантского ковчега вырвалась полоска белого света и остановилась прямо над седовласым стариком. В
полосе света была молодая женщина, которой на вид было не больше 15 лет, и она спросила теплым голосом: «Могу я спросить, товарищ Даос, это горный хребет Чижун?» Пожилой человек был только на ранней стадии создания фонда, но он уже был одним из самых могущественных чужеземных существ, присутствующих здесь. Пожилой мужчина был совершенно не в состоянии обнаружить базу культивирования молодой женщины, и он ответил в испуганной манере: «Это действительно горный хребет Чиронг, старший». Молодая женщина пришла в восторг, услышав это, и поспешно спросила: «Не знаете ли вы, товарищ Даос, где находятся пики черных чар?» Сердце старика слегка дрогнуло, когда он услышал это, и он ответил: «Ты хочешь отправиться на черные пики?» Это один из центральных районов горного хребта Чиронг, и он был превращен в запретную зону из-за того, насколько он опасен. Звучит примерно так. «Вам не нужно беспокоиться о моей безопасности, товарищ Даос. Просто скажите мне, как туда добраться», — сказала молодая женщина с улыбкой. «Да, старший. Если вы направляетесь к вершинам Черного Чара, то просто идите отсюда на запад, и вы увидите 3 черные горы в треугольном строе недалеко от центра горного хребта. Это и есть вершины Черного Чара», — поспешно ответил пожилой человек. «Спасибо, вот несколько камней духа в награду». Молодая женщина кивнула, прежде чем бросить несколько высококачественных духовных камней в сторону пожилого человека, а затем вернулась в гигантский ковчег в виде шара белого света. Несколько мгновений спустя черный ковчег продолжал двигаться дальше вглубь горного хребта, в то время как пожилой человек с восторженным выражением лица оценивал высококачественные духовные камни в своей руке. Высокосортные духовные камни были не так уж ценны для высокосортных культиваторов, но для такого культиватора основания, как он, это было невообразимое богатство. Однако затем его сердце дрогнуло, почувствовав завистливые взгляды, направленные на него, и он поспешно убрал камни духов, прежде чем быстро уйти. Вскоре после его ухода несколько других чужеземных существ из той же базы культивирования, что и он, также молча покинули этот район. Все инородные существа стадии конденсации ЦИ, естественно, заметили это, но никто из них ничего не сказал, продолжая искать материалы, связанные с огнем. В настоящее время Хань Ли стоял перед священным ковчегом чернильного духа, вглядываясь в центр горного хребта вдалеке, а кровавая душа и другие стояли рядом с ним. Совершенно неожиданно, что аукцион торговой гильдии Хэлянь будет проходить в таком заметном месте. Сказав это, кажется, что эти низкопробные существа понятия не имели об этом, задумчиво произнес Хань Ли. Чтобы принять участие в этом аукционе, нужно было, по крайней мере, находиться на стадии пространственной закалки, поэтому неудивительно, что эти чужие существа не знали, что он происходит. Начало аукциона должно начаться в ближайшие 1 или 2 месяца, так что я уверен, что многие могущественные существа из многих рас уже прибыли. Возможно, вы сможете пожать некоторые неожиданные награды во время этого аукциона, старший хан, ответила кровавая душа. Я очень на это надеюсь. На моей базе культивирования есть очень мало вещей, которые могут привлечь меня, но если есть другие существа великой стадии Вознесения, готовые принести некоторые хорошие аукционные предметы, то это будет совсем другая история, ответил Хань Ли с небрежным кивком. Будьте уверены, старший, судя по моему прошлому опыту, на этом аукционе определенно не будет недостатка в существах стадии Великого Вознесения. Кроме того, помимо участия в аукционе, эти пожилые люди, скорее всего, также проведут частную биржу. Даже если вы не найдете ничего, что вам нужно во время аукциона, я уверен, что вы найдете что-то в частном собрании, сказал кровавая душа с улыбкой. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. Частная конференция по обмену, да? Это звучит как что-то, чего стоит ждать с нетерпением. Примерно через час впереди наконец показались 3 горы, описанные стариком. Горы были расположены треугольным строем среди груды красновато-черных скал, и порывы палящего ветра распространяли в воздухе резкий сёрный запах. Как только их черный ковчег приблизился на 100 километров к 3 горам, его тут же остановила группа иностранных гвардейцев на гигантских соколиных конях. Все эти стражники были одеты в черные доспехи и вооружены до зубов. Их лица были скрыты черными забралами, и все они были удивительно высокими, намного выше среднего взрослого человека. Их гигантские соколиные кони были также совершенно черными и массивными, представляя собой очень устрашающее и величественное зрелище. Было совершенно ясно, что владелец этого гигантского ковчега и марионеточной армии, патрулирующий ковчег, не был обычным человеком, и предводитель стражи почтительно поклонился, сказав: «Вы собираетесь войти в запретную зону нашей торговой гильдии? Боюсь, мы не можем предоставить вам проход, если у вас нет знака, который вы можете предъявить». «Этого будет достаточно», — спросила кровавая душа, спускаясь с ковчега и взмахивая рукавом в воздухе, выпуская шар белого света. Предводитель стражников взял шар света в свои руки, прежде чем тщательно осмотреть его, чтобы обнаружить, что это был белый значок с красивыми узорами духа, выгравированными на нем, а также серебряный символ гильдии, украшенный на его поверхности. После краткого осмотра охранник вернул значок обеими руками и сказал: «Простите, что не узнал вас, уважаемый гость-старейшина, я сейчас же попрошу кого-нибудь проводить вас».
Он не выказал ни малейшего желания проверять личности Хань Ли и остальных на ковчеге. Кровавая душа кивнула, сняла значок и полетела обратно на ковчег. Затем группа охранников разделилась на две группы, одна из которых действовала как проводники для ковчега, в то время как остальные продолжали патрулировать местность. Таким образом, ковчег был приведен к 3 черным горам. По пути они столкнулись с несколькими другими группами патрулирующих охранников, но никто из них не остановил ковчег, видя, что его уже ведет группа их коллег. Расстояние не более 100 километров было покрыто святым ковчегом чернильного духа всего за короткое время, и как раз в тот момент, когда ковчег собирался пролететь над одной из 3 черных гор, впереди внезапно вспыхнул взрыв пространственных колебаний. Сразу же после этого появилась гигантская белая дверь света высотой около 10 тысяч футов. Рядом с дверью света стояли сотни странных зданий разных размеров, некоторые из которых были круглыми, а другие прямоугольными, и множество стражников на гигантских соколиных конях регулярно входили и выходили из этих зданий. Как только черный ковчег приблизился к этому месту, он, естественно, привлек к себе много внимания. Именно в этот момент гигантский ковчег остановился сам по себе в нескольких километрах от двери света. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он провел своим духовным чувством по окружающему пространству, на котором он сразу же почувствовал взрыв колебания ограничения, и он быстро понял, что происходит. В этот момент охранники, которые вели ковчег, повернулись и остановились рядом с ковчегом, а затем объяснили: вы сможете войти в запретную зону через эти глубокие небесные врата. Однако использование всех летающих сокровищ запрещено в запретной зоне, поэтому я боюсь, что вам придется забрать этот ковчег, прежде чем вы продолжите. Это также все, что мы можем сделать для вас. Мы не можем продвинуться дальше этого пункта без официального разрешения. Хорошо, теперь ты можешь идти, проинструктировала кровавая душа. Затем гигантский черный ковчег распался на бесчисленные руны, которые исчезли на месте среди оглушительного грохота. Таким образом, Хань Ли и другие были обнаружены стоящими в воздухе. Стражники поспешно отдали почтительный салют Хань Ли и остальным, а затем покинули площадь на своих гигантских соколиных конях, в то время как Хань Ли повел свою свиту к гигантской двери света. Стражники возле двери света с любопытством разглядывали группу Хань Ли, но группе был предоставлен свободный проход в дверь без какого-либо вмешательства. Что? Еще один великий даосист стадии Вознесения вошел в глубокие небесные врата. «Хорошо, я пошлю кого-нибудь поприветствовать их, а ты продолжай делать то, что делаешь», сказал рыжеволосый пожилой мужчина изображению охранника в черных доспехах, изображенному на стене перед ним. Мужчина находился в полностью закрытом зале, который был совершенно пуст, если не считать нескольких футонов. Стены зала были украшены драгоценными камнями всевозможных цветов, а в воздухе витал слой слабого лазурного тумана, придавая всему в зале таинственный вид. После короткой паузы старик взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку красного света, и изображение стражника на стене тут же исчезло, сменившись изображением гигантского черного ковчега, на вершине которого стояло несколько расплывчатых фигур. Старик оценивающе посмотрел на гигантский ковчег прищуренными глазами, прежде чем внезапно поднял руку с нахмуренными бровями, посылая заклинательную печать, исчезающую в каменной стене в мгновение ока. Изображение фигур на гигантском ковчеге быстро увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, представляя гораздо более четкое изображение на каменной стене. Таким образом, Хань Ли и остальные стали видны пожилому человеку. Взгляд старика быстро скользнул по кровавой душе и остальным, затем остановился на Хань Ли. «Ой, этот человек мне знаком, кажется, я его где-то уже видел», пробормотал себе под нос старик. Глава 2328. Благоухающие девы. После недолгого созерцания он перевернул руку, чтобы вызвать белый нефритовый слип среди вспышки белого света. Затем он что-то пропел, указывая пальцем на нефритовый слип, и серия чрезвычайно жизнеподобных портретов быстро появилась один за другим. Пожилой мужчина внимательно осмотрел переходящий портрет немигающим взглядом, и внезапно портрет-оборотень остановился на изображении человека в лазурном одеянии. Это был никто иной, как Хань Ли. Так что это действительно новая великая стадия Вознесения, происходящая от человеческой расы. Он гораздо могущественнее, чем среднестатистическое существо великой стадии Вознесения. Мне придется организовать прием на самом высоком уровне, пробормотал себе под нос пожилой мужчина, прежде чем дважды хлопнуть в ладоши. Пространственные колебания вспыхнули с одной стороны зала, и перед пожилым мужчиной появилась женщина в пурпурном роскошном платье с тонкой вуалью на лице. «Я могу что-нибудь сделать для вас, господин?» Фэй Юн — это товарищ даосист Хань Ли. Позаботьтесь о том, чтобы организовать для него прием самого высокого уровня, который зарезервирован для самых уважаемых гостей нашей торговой гильдии. Вы должны во что бы то ни стало убедиться, что он удовлетворен нашей торговой гильдией, наставлял старик. Сердце женщины слегка дрогнуло, когда она услышала это, и она почтительно ответила: «Я лично займусь этим человеком и прослежу, чтобы у него был положительный опыт». «Хорошо, я полностью доверяю твоим способностям. Теперь ты можешь идти».
Этот человек уже вошел в глубокие небесные врата, вот некоторые сведения о нем. Убедитесь, что вы внимательно изучили информацию, чтобы ни в коем случае не обидеть его. Говоря это, старик указал пальцем на нефритовый слип, и в его руке появился еще один нефритовый слип. Второй нефритовый листок был брошен женщине, которая сразу же поймала его, прежде чем дать утвердительный ответ, а затем исчезла на месте, как будто она была не более чем иллюзией. После ее ухода пожилой мужчина взмахнул рукавом в воздухе, и проекция Хань Ли мгновенно исчезла. В то же самое время на стене вспыхнул духовный свет, и мужчина средних лет в ученой мантии появился перед тем, как сложить кулак в знак приветствия пожилому человеку, а затем сказал: «Мастер, первая партия аукционных предметов уже благополучно прибыла на склад». Хорошо. Эти предметы аукциона чрезвычайно ценны, и среди них есть даже несколько предметов, зарезервированных для старейшин нашей торговой гильдии, так что позаботьтесь, чтобы с ними ничего не случилось. Кроме того, немедленно начинайте готовить стражей к аукциону, и некоторые ограничения и формации должны быть пересмотрены более 3 раз. Пожилой мужчина начал отбарабанивать ряд инструкций. Как только Хань Ли вошел в глубокие небесные врата, его поле зрения заполнила вспышка белого света, после чего он внезапно появился на каменной платформе высотой более 100 футов. Кровавые души и другие стояли рядом с ним, а под его ногами была телепортационная формация диаметром в несколько десятков футов. Хань Ли осмотрел окрестности и обнаружил, что вокруг него росли массивные деревья, образуя водонепроницаемую преграду вокруг каменной платформы, и была только извилистая каменная тропа, ведущая вдаль. Он посмотрел в небо и увидел серый каменный потолок в десятках тысяч футов впереди, и каменный потолок простирался так далеко, насколько могли видеть глаза, с бесчисленными сталактитами по всей его поверхности, указывая, что в настоящее время они находились в подземном мире. Примерно через каждые полкилометра в каменный потолок встраивался источник света размером с голову, отчего казалось, что наверху бесчисленные звезды испускают мягкий белый свет, освещая весь подземный мир. Хань Ли быстро провел своим духовным чувством по лесу и сразу же обнаружил 7 или 8 других каменных платформ, идентичных той, что была под ним, и, казалось, рядом были и другие люди. Казалось, что было больше, чем один вход в черные пики чар, чем эти глубокие небесные врата. Как раз в тот момент, когда Хань Ли собирался распространить свое духовное чувство еще дальше, оно вошло в контакт с чем-то менее чем в 10 километрах от него, на что его духовное чувство было отброшено назад. Это, казалось, совсем не беспокоило его, и слабая улыбка появилась на его лице, когда он спустился с платформы, прежде чем идти по каменной дорожке. Кровавая душа и остальные, естественно, следовали за ним вплотную, одновременно осматривая свое окружение. Пройдя около 2 километров, тропа внезапно повернула, и группа Хань Ли оказалась на перекрестке. Кроме перекрестка был навес из зеленых ветвей, внутри которого сидело несколько десятков чужих существ в разных одеяниях. Чужеземные существа были разделены на 7 или 8 групп, и они либо беседовали друг с другом, либо медитировали на своих местах, по-видимому, чего-то ожидая. В центре этих чужеродных существ находились 3 детей, на вид не старше 11 лет, с волосами, заплетенными в маленькие косички. Все 3 были одеты одинаково, и они постоянно ходили между столами, время от времени подавая чашки спиртового чая или тарелки спиртовых фруктов. Глаза Хань Ли слегка сузились, но он продолжал идти к навесу. Многие чужеземные существа под навесом повернулись к новоприбывшему, и никто из них не смог уловить своим духовным чутьем базу культивирования Хань Ли. Обнаружив это, их лица резко изменились, и они поспешно отвели взгляд в почтительной манере. Кровавая душа бросила взгляд на чужеземных существ, собравшихся под навесом, и сказала: «Это должно быть гостеприимное место торговой гильдии. Все посторонние, желающие принять участие в аукционе, должны ждать здесь, пока торговая гильдия не пришлет за ними людей. В противном случае участие в аукционе не будет предоставлено даже с токеном». «Я понимаю». Торговая гильдия Хэлянь очень осторожна, с улыбкой ответил Хань Ли. В этот момент он уже достиг навеса и определил, что большинство присутствующих чужеродных существ находились на стадии пространственного закаливания, в то время как лишь немногие были существами стадии интеграции тела. 3 детей поспешно выбежали наружу, прежде чем почтительно поклонились Хань Ли, но как раз в тот момент, когда они собирались что-то сказать, над навесом внезапно зазвучала прекрасная музыка. Бесчисленные белые руны появились наверху, а затем превратились в гигантский нефритовый диск. Сразу же после этого из диска вырвались пространственные флуктуации, и на его поверхности появилось образование, после чего появилась элегантная фиолетовая фигура. «Это посланник руководства!» — воскликнул кто-то, и всеобщее внимание тут же привлек нефритовый диск. На нефритовом диске стояла великолепная женщина в роскошном пурпурном платье. Несмотря на то, что ее лицо было скрыто тонкой вуалью, все были поражены чувством очарования при виде ее. Как только женщина появилась, она бросила взгляд вниз и сразу же увидела Хань Ли. «Могу я спросить, вы старший хан человеческой расы? Меня зовут Фэй Юн, и мне было поручено отвезти вас в павильон для почетных гостей», почтительно произнесла женщина, делая реверанс в сторону Хань Ли.
Хань Ли взглянул на женщину, и на его лице появилось заинтригованное выражение. «Я понимаю. Я действительно здесь из рода человеческого. Кто велел тебе прийти и забрать меня?» Мне приказал прийти сюда мастер Мин Цзун, человек, наблюдающий за этим аукционом. «Мы приготовили для вашего уважаемого «я» прием самого высокого уровня», — ответила женщина. «Прием на самом высоком уровне. Этот человек действительно является существом великой стадии Вознесения. Он, скорее всего, тоже необычное существо великой стадии Вознесения». Услышав это, другие чужеземные существа немедленно зашевелились. «Я слышал о коллеге Даоси Мин Цзуне. Я не думал, что он был членом вашей торговой гильдии Хэлянь». «Ладно, можешь идти впереди», — кивнул Хан Ли. «Да, старший, пожалуйста, пойдемте со мной». Женщина отошла в сторону от нефритового диска, прежде чем сделать приглашающий жест рукой. Таким образом, Хань Ли и все остальные полетели на нефритовый диск, и женщина сделала ручную печать, после чего образование вновь появилось на диске. Всплеск пространственных флуктуаций вырвался наружу, и вся группа исчезла в мгновение эка вместе с нефритовым диском. В следующее мгновение Хань Ли вновь появился в великолепном зале размером в несколько акров с несколькими одинаковыми нефритовыми дисками, расположенными в центре. «Мы отдаем дань уважения старшему хану». В зале ожидали еще 12 юных красавиц в роскошных платьях, и они немедленно почтительно поклонились Хань Ли, как только он появился. При виде этих молодых женщин в глазах Хань Ли мелькнуло удивление. Все они выглядели не старше 17 лет, и их физические характеристики ясно указывали на то, что они принадлежали к разным расам. Однако все они были очень красивы и соблазнительны, и они держали в руках различные предметы, такие как курильницы, скипетры и хвощи. Самым примечательным для Хань Ли было то, что, несмотря на то, как молоды были эти женщины, все они находились на стадии зарождения души. Женщина в пурпурном, казалось, почувствовала удивление Хань Ли и объяснила: «Это ароматные девушки, воспитанные нашей торговой гильдией. Все они регулярно потребляли мед из 100 цветов с самого рождения, что позволяло им испускать цветочный аромат. Кроме того, они все девственницы и могли бы стать отличными партнерами по двойному культивированию. Согласно правилам нашей торговой гильдии, всем уважаемым гостям самого высокого уровня, которые придут на наш аукцион, будет подарена группа этих благоухающих дев». Затем она повернулась к благоухающим девам и приказала: «Подойдите сюда и поприветствуйте своего нового хозяина». 12 молодых женщин немедленно упали на колени и сказали: «Мы отдаем дань уважения нашему господину». Благоухающие девы, Хе-хе, ваша торговая гильдия точно не жалеет денег. В таком случае я приму этот подарок. Теперь вы все можете встать. Гаэр, я пока оставлю их тебе, Хань Ли усмехнулся. Глава 2329. Неожиданные новости. Жу Гаэр шагнул вперед и дал утвердительный ответ, и 12 благоухающих дев тоже послушно встали, прежде чем направиться к ней. Помимо этих 12 благоухающих дев, наша торговая гильдия приготовила еще несколько подарков, которые, как мы надеемся, вы тоже примете, старший хан, с улыбкой сказала женщина в пурпурном. Затем она хлопнула в ладоши, и 3 красивых молодых иноземных существа вышли из зала, неся серебряное блюдо, накрытое красной тканью. Хань Ли окинул взглядом 3 блюда и смог сразу определить, что это такое, на что быстро махнул рукой в знак отказа. Эти благоухающие девы уже являются чрезвычайно ценным подарком. Я не могу принять ничего другого от вашей гильдии. Женщина в пурпурном слегка запнулась, услышав это, но тут же отпустила 3 молодых людей. Поскольку эти подарки тебе не по душе, я, естественно, не стану заставлять тебя их принимать. Я уверен, что вы, должно быть, устали с дороги, старший. Как насчет того, чтобы я отвез вас в вашу комнату отдыха, и мы обсудим все остальное завтра? Я действительно нуждаюсь в отдыхе. Пожалуйста, показывайте дорогу, товарищ Даос, кивнул Хань Ли. Таким образом, женщина в пурпурном быстро вышла из зала, сопровождаемая группой Хань Ли. Как только они вышли из зала, их сразу же встретила оживленная и шумная сцена. Они вышли на улицу, вымощенную голубым камнем, которая была не очень многолюдной, но все еще очень оживленной, с множеством существ разных описаний, идущих по улице. Кроме того, по обеим сторонам улицы было несколько магазинов, которые часто посещались, и у тех, кто выходил из магазинов, было разное выражение лица в зависимости от того, нашли ли они в этих магазинах то, что хотели. Что было довольно удивительно для Ханли, так это то, что все люди на улице обладали высокими основами культивации, и среди рабочих в цехах были даже существа на стадии формирования ядра или выше нее. Хань Ли выпустил свое духовное чувство дальше, чтобы обнаружить, что это была не единственная улица в этом районе. Были также улицы и плотные скопления зданий во всех других направлениях, образуя небольшой город с радиусом менее 100 километров.
Что касается холла позади них, то он исчез, как только они вышли из него, и казалось, что они появились на улице из воздуха. Однако все прохожие совершенно не обращали на это внимания, как на обычное явление. «Все эти люди были приглашены вашей торговой гильдией на аукцион?» — спросил Ханли, забирая свое духовное чувство. Конечно, нет. Большинство гостей, которые участвуют в аукционе, отдыхают в гостевых павильонах. Большинство людей здесь являются членами нашей торговой гильдии, и они пользуются этой возможностью, чтобы найти некоторые редкие предметы. Даже для членов нашей гильдии они должны иметь определенный статус или культивационную базу, если хотят участвовать в аукционе, с улыбкой ответила женщина в фиолетовом. Понимаю. Хань Ли кивнул в ответ. Именно в этот момент женщина в пурпурном сделала жест рукой, и облако белого тумана немедленно появилось у нее под ногами, прежде чем унести всю группу на другой конец улицы. Место проведения аукциона находится вон там, все участники будут приглашены туда до начала аукциона. Помимо предметов аукциона, которые уже стали достоянием общественности, там будет несколько сокровищ, которые будут чрезвычайно полезны даже старшеклассникам Великой стадии Вознесения, так что я уверена, что вы не будете разочарованы, представила женщина в пурпурном, указывая на некую высокую пагоду вдалеке. Это место проведения аукциона. Он не выглядит очень большим. Может быть, в этом месте есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд? Спросил Ханли. Ваша мудрость поистине непревзойдена, старший. Эта пагода всего лишь вход в настоящее место проведения аукциона, и она была спроектирована таким образом, чтобы нам не пришлось беспокоиться о том, что кто-то затаил зловещие мотивы, нацеленные на аукцион, почтительно ответила женщина в фиолетовом. Похоже, ваша торговая гильдия действительно приложила немало усилий, чтобы сделать этот аукцион успешным. Могу я спросить, сколько собратьев-даосов по Великой стадии Вознесения будут присутствовать? Спросил Ханли. До официального начала аукциона осталось около месяца, поэтому я не могу сказать вам точное количество участников этапа Великого Вознесения, но уже прибыло более 20 старших этапа Великого Вознесения, что больше, чем на многих наших прошлых аукционах, ответила женщина в фиолетовом. Больше. Это очень впечатляет, что ваша торговая гильдия смогла привлечь так много даосов Великой стадии Вознесения за такое короткое время, похвалил Ханли. Вы слишком добры, старший. Это не заслуга нашей торговой гильдии, которая привлекла так много пожилых людей. Вместо этого все эти старшеклассники готовы проделать весь этот путь сюда, так как они знают, что смогут пожать некоторые награды во время нашего аукциона, ответила женщина в фиолетовом с улыбкой. Хе-хе, похоже, ты очень уверен в этом аукционе. Кстати, я слышал, что места для межконтинентальной телепортации будут доступны для продажи. Это все еще доступно? Спросил Ханли. Женщина была несколько озадачена этим вопросом, но все же честно ответила. Точки межконтинентальной телепортации — это один из специальных предметов аукциона, и они всегда пользуются большим спросом в каждом выпуске аукциона, поэтому они, естественно, не будут отменены без веской причины. Однако в настоящее время существует проблема с формированием супертелепортации, ведущей на континент Грома, поэтому эти пятна были отменены, и еще больше пятен было предоставлено для телепортации на континент Кровавого Неба. Пятна на континенте Грома были отменены. Услышав это, выражение лица Хань Ли слегка изменилось. Совершенно верно. Может быть, вы собирались отправиться на Громовой континент, старший? Это не обязательно должен быть континент Грома. Я все равно планировал совершить поездку на континент Кровавого Неба рано или поздно. Однако, похоже, мне придется внести некоторые изменения в мои первоначальные планы, спокойно ответил Ханли. Жу Гаэр и остальные тоже были весьма удивлены, услышав это, и все они демонстрировали разную реакцию. Вскоре облако вынесло группу Ханли на окраину города, а затем спустилось в густой лес. Лес был наполнен чрезвычайно чистой духовной ци, и там было только несколько замысловатых скоплений зданий, расположенных там. Между каждым скоплением зданий было расстояние в несколько километров, и все они были разделены пышной зеленью, чтобы обеспечить уединение, а также представить некоторые красивые пейзажи для созерцания. Женщина в пурпурном подвела группу Хань-Ли к одной из групп, и 7 или 8 слуг немедленно вышли из нее, прежде чем упасть на колени перед Хань-Ли и остальными. Это один из наших уважаемых павильонов для гостей. Это здешние слуги, вы можете оставить их здесь, и если хотите. В противном случае, если вы думаете, что они будут только мешать вам, тогда вы можете немедленно уволить их, сказала женщина в фиолетовом с улыбкой. С благоухающими девами, которые только что были подарены мне, у меня не будет нужды в этих слугах, так что они могут пока уйти, ответил Ханли. Женщина в пурпурном немедленно дала утвердительный ответ, прежде чем отпустить слуг, и все они удалились, почтительно поклонившись. Не стесняйтесь отдохнуть здесь, старший хан. Я пошлю кого-нибудь, чтобы уведомить вас, когда начнется аукцион. Кстати, если у вас есть свободное время, вы можете осмотреть город. Возможно, вы пожнете некоторые неожиданные награды. А теперь я ухожу, сказала женщина в пурпурном.
Спасибо, товарищ Даос, и я обязательно это сделаю. Хань Ли не выказал никакого намерения задерживать женщину, и она снова поднялась в воздух, прежде чем быстро покинуть лес. Пойдем. Торговая гильдия явно пытается успокоить нас, так что нам не нужно быть слишком сдержанными, сказал Хань Ли, прежде чем направиться к павильону, за которым следовали Кровавая душа и остальные. Вскоре все они появились в зале на первом этаже павильона, и Хань Ли расположился на главном сиденье, а все остальные почтительно стояли рядом с ним. Что же касается 12 благоухающих дев, то они уже получили задание от Чжу Гаэра. «Старший хан, ты действительно планируешь сначала отправиться на континент Кровавого Неба?» — спросила Кровавая душа с намеком на предвкушение, смешанное с колебанием в ее глазах. «Верно, если только у вас нет другого пути, по которому мы могли бы сначала отправиться на Громовой континент», — ответил Хань Ли. «Конечно, вы шутите, старший. Если бы у меня был другой способ, я бы уже раскрыл его», — сказал Кровавая душа с кривой улыбкой. «В таком случае, давайте сначала отправимся на континент Кровавого Неба. Нам просто нужно найти способ добраться до континента Грома с континента Кровавого Неба». Я никогда не был на континенте Кровавого Неба, но слышал много историй о нем. Помимо широко известных кровавых дьявольских искусств на этом континенте, есть также несколько таинственных наследий, которые, по-видимому, способны убивать врагов, не будучи обнаруженными даже с расстояния в десятки тысяч километров. Я уверен, что вы, должно быть, сталкивались с некоторыми из этих вещей, товарищ даосская душа крови, сказал Хань Ли, когда на его лице появилось серьезное выражение. Глава 2330 Би-Ин. Я пробыл на континенте Кровавого Неба довольно долго, так что у меня действительно есть кое-какие знания о нем. Дьявольские искусства Кровавого являются наиболее распространенными искусствами культивирования на континенте Кровавого Неба. Почти 4 или 5 из каждых 10 культиваторов на этом континенте используют искусство культивирования такого рода. Секты Кровавого на континенте также чрезвычайно могущественны и могут быть названы высшими силами на континенте. Что же касается таинственных наследств, о которых вы упомянули, то они действительно существуют, и многие люди культивировали их втайне. Однако эти культиватор-заклятые враги сект Кровавого и большинство из них чрезвычайно скрытны, поэтому с ними чрезвычайно трудно встретиться. Однажды я столкнулся с таинственным культиватором, который утверждал, что он культивировал колдовство, и у него было несколько деревянных кукол, которые могли легко уничтожить многих его могущественных врагов, ответил Кровавая душа. Колдовство, да? Этот тип наследования несколько раз появлялся на нашем континенте Тянь-Юань в древние времена, но они, похоже, были немедленно уничтожены объединенными усилиями могущественных существ на континенте в то время. Я не думал, что такое наследство все еще будет существовать на континенте Кровавого Неба. Похоже, нам придется быть осторожными во время нашего путешествия. Кстати, из какой силы ты нажил себе врагов во время пребывания на континенте Кровавого Неба? Спросил Хан Ли. Эта секта Кровавой Кости — одна из главных сект Кровавого Даа. Однако я нахожусь только на стадии пространственной закалки, и враг, которого я создал, был всего лишь одним из старейшин секты Кровавой Кости. Столько лет уже прошло, может быть, они уже махнули на меня рукой. Даже в самом худшем случае я могу просто немного изменить свою внешность, и это должно избежать ненужных неприятностей, ответила Кровавая душа. Тебе не нужно менять внешность. Континент Кровавого Неба не так обширен, как два континента, но вам все равно будет очень трудно встретиться со своими врагами. Даже если ты это сделаешь, я позабочусь о них для тебя, беспечно сказал Хань Ли. Кровавая душа была в восторге, услышав это. Тогда я заранее благодарю вас, старший. Как раз в тот момент, когда Кровавая душа общалась с Хань Ли, женщина в пурпурном также передавала отчет рыжеволосому пожилому мужчине по имени Мин Цзун. Итак, он принял благоухающих дев, но отказался от всех остальных подарков, подтвердил старик. Совершенно верно, ответила женщина в пурпурном. Интересно. Кажется, его будет не так-то легко успокоить, но он и не совсем отказывается от нашей гильдии. Фэй Юн, если товарищ даосист Хань обратится к тебе с какой-нибудь просьбой, то сделай все возможное, чтобы выполнить ее. Больше нет необходимости отчитываться передо мной, сказал старик со слабой улыбкой. Мастер Мин Цзун, могу я спросить, почему мы пытаемся завербовать этого старшего? Даже если он более могуществен, чем среднестатистическое существо стадии Великого Вознесения, никогда не было другого гостя стадии Великого Вознесения, который получил бы такой уровень лечения. Фэй Юн был несколько озадачен. Если он обычное существо стадии Великого Вознесения, то, естественно, нет никакой необходимости во всем этом, но вы видели информацию о его подвигах. С улыбкой спросил Мин Цзун. Я так и сделал, но информация очень нетронутая. Все, что там упоминается, это то, что он продвинулся до великой стадии Вознесения за необычайно короткое время, и что он уже входил в царство старшего дьявола раньше, почтительно ответил Фэй Юнь.
Это потому, что товарищ Даосист Хань поднялся так быстро, что наша торговая гильдия до сих пор даже не успела собрать много важной информации о нем. Все, что вам нужно знать, это то, что если будет создан рейтинг для 10 самых могущественных существ Царства Духов, он, скорее всего, займет одно из этих мест, объяснил Мин Цзун с серьезным выражением лица. Что? Неужели он действительно так силен? Фэй Юн был действительно ошеломлен, услышав это. А зачем еще, по-твоему, я буду делать все это, чтобы попытаться успокоить его? Мин Цзун хмыкнул, закатив глаза. Сердце женщины дрогнуло, когда она услышала это, и она поспешно опустила голову в покорной манере. Мин Цзун больше ничего не сказал и просто махнул рукой, отпуская ее. После этого он на мгновение заколебался, прежде чем провести рукавом по воздуху, чтобы выпустить вспышку яркого света, который мгновенно исчез в каменной стене рядом с ним. Тут же раздался громкий жужжащий звук, вслед за которым в облаке белого тумана появилась неясная фигура. Фигура повернулась к Мин Цзуну, и в его глазах появился намек на удивление, когда он спросил: «Разве вы не готовитесь к аукциону на континенте Тянь-Юань? Почему вы вдруг связались со мной?» Би-Ин, если я правильно помню, ты все еще нуждаешься в могущественных союзниках для плана, который собираешься осуществить, верно? Спросил Мин Цзун. А почему ты спрашиваешь? Может быть, вы передумали и хотите прийти и помочь мне? Холодно спросила неясная фигура. Конечно, нет, не то чтобы ты не знал о клятве, которую я поклялся никогда больше не ступать на континент Кровавого Неба, ответил Мин Цзун. В таком случае, почему ты вдруг спрашиваешь об этом? В голосе расплывчатой фигуры послышалось нетерпение. «Я не могу вам помочь, но я нашел кое-кого, кто сможет вам помочь», неторопливо объяснил Мин Цзун. Услышав это, неясная фигура еще больше охладела. «Ты хочешь сказать, что раскрыл наш план кому-то еще?» «Конечно, нет. Это чрезвычайно важное дело, я никому не открою его без вашего согласия», ответил Мин Цзун. Тон голоса неясной фигуры немного смягчился, когда он сказал: «Кто этот человек, о котором вы говорите?» Как я уверен, вы уже знаете, средняя стадия Великого Вознесения не принесет мне большой помощи, и если слишком много людей узнает о том, что мы делаем, секрет может быстро распространиться. Хе-хе, почему бы тебе самому не взглянуть? Мин Цзун усмехнулся, сделав печать рукой, прежде чем указать пальцем вперед, и шар света появился из кончика его пальца, прежде чем превратиться в гуманоидную проекцию никого иного, как Хань Ли. Кто это? Я не помню, чтобы когда-нибудь видела кого-то похожего на него. Является ли он новым великим вознесенским существом вашего континента? Растерянно спросила неясная фигура. Верно, товарищ Даосист Хань только недавно стал великим существом стадии Вознесения, но он обладает непостижимой силой и определенно будет чрезвычайно полезным союзником, ответил Мин Цзун. Ой. Редко можно увидеть, чтобы вы кого-то так высоко хвалили. Этот человек действительно должен быть очень могущественным. Почему я никогда не слышал о ком-то такого калибра? Он сделал что-нибудь примечательное в прошлом? Спросила неясная фигура. У него не так уж много выдающихся подвигов, но одного достаточно, чтобы о нем узнали во всем царстве духов. Вы слышали о недавней смерти королевы Стебареров в королевстве старшего дьявола? Спросил Мин Цзун. Конечно, это так. Вопрос о королеве Стебареров был огромным кризисом, и даже некоторые из моих коллег-даосов с континента Кровавого Неба отважились отправиться в царство старшего дьявола ради этого. Я слышал, что королева Стебареров была убита одним из патриархов древнего царства дьявола Баахуа, а также некоторыми другими людьми. Может быть, он был одним из вовлеченных в это дело людей? Расплывчатая фигура сразу же получила приблизительное представление о том, кто такой Хань Ли. Совершенно верно. Из того, что я слышал, этот Даос Хан человек, который действительно убил королеву Стебареров, в то время как Баахуа и другие играли лишь второстепенные роли, ответил Мин Цзун. При этих словах сердце неясной фигуры дрогнуло. Неужели это так? В таком случае, разве этот Даос не был бы среди горстки самых могущественных существ во всем царстве духов? Хе-хе, я не могу подтвердить, действительно ли он такой грозный, но он определенно обладает непостижимой силой. Мне уже сообщили, что он участвует в аукционе по межконтинентальной телепортации, так что скоро он должен отправиться на ваш континент Кровавого Неба. Я только предоставляю вам эту информацию, это будет зависеть от вас, чтобы завербовать его, усмехнулся Мин Цзун. Хорошо, если все получится, я буду у тебя в долгу. Если это все, то давайте закончим наше общение здесь. Межконтинентальное общение требует слишком больших затрат духовной энергии. Неясная фигура сделала печать рукой, когда он говорил, и изображение на каменной стене немедленно распалось на пятнышки духовного света среди глухого удара. Мин Цзуна это не беспокоило, и слабая улыбка появилась на его лице, когда он закрыл глаза, чтобы отдохнуть.
День проходил за днем, а дата начала аукциона все приближалась. За это время Хань Ли ни разу не выходил за пределы павильона, в то время как Кровавая душа и другие часто посещали все магазины в городе, покупая множество материалов и сокровищ, которые были очень редки во внешнем мире. Этих предметов, естественно, было недостаточно, чтобы привлечь внимание Хань Ли, и он не выказывал никакого намерения посещать магазины в городе, предпочитая вместо этого медитировать и ждать начала аукциона. В этот день Хань Ли был в процессе медитации, когда он, наконец, получил передающий талисман от женщины в фиолетовом. Слабая улыбка появилась на его лице, когда он поднялся на ноги, прежде чем покинуть секретную комнату.